Итак, друзья, у нас очередное включение. Продолжаем вязание французской кофточки. Мы с вами остановились на том, что сделали вот такие расчеты. Вот такие расчеты для того, чтобы нам начать вывязывать наш узор и распределить маркеры по нашей вот этой горловинке. Но в связи с тем, что у нас наш узор, он состоит из нескольких узоров, я, приготовила немножко другой вот расчет. И вот я его вам покажу. Обратите внимание сюда. На рукавах у нас было по 4 петли, я сделала по 8. Ну, регланная линия по 9, это понятно. Здесь у нас было 14 петель, теперь по 13. Планка 12 так и было. И на спиночке у нас 17 вместо 21 петли. И все вместе 119 петель. И сейчас мы с вами расставим маркеры и уже практически все провяжем. Еще хочу обратить ваше внимание на мои такие вот параметры, которые у меня я записала для себя и хочу с вами поделиться. Итак, обхват горловины 57 сантиметров я брала, умножить на 1,6 это плотность, получается 91,7, округляем 92 плюс 2 кромочных 94, и я уже одну петлю добавила 95, когда вот записывала. У нас действительно сейчас, как вы помните, было 95 до того, как мы прибавили 24 петли. Дальше обхват груди 102 сантиметра плюс 12 сантиметров я беру на свободу облегания. Итого 114 умножаем на 1,6, 182 петли. Обхват бедер 109 сантиметров плюс 12, 121 умножаем на 1,6, получаем 194 петли. Вот этот вот в кружочек я обвела, это самый большой показатель, самая большая цифра по моему будущему кардигану, кофточки вот этой, и поэтому я за ориентир в будущем буду брать вот 194 петли. Дальше обхват руки, в самом широком месте 37 плюс 7 на свободу облегания 44, и получается 70 петель. Реглан 27 сантиметров, я уже не раз вязала такую вот величину, беру, и взяла плюс 4 сантиметра на свободу облегания. Вот, получается 31 сантиметр, умножаем на 2,75 ряда. Получается 85,6 ряда. Округляем 86. Нам, необходимо будет провязать 86 рядов. Но это предварительный расчет. Предварительно. Далее. Подрез я беру 5 сантиметров, умножаем на 1,6, переводим в петли 8 петель. Далее. Я буду вязать азиатский росток. Азиатский росток будет 5 сантиметров. Это высота одного ромба. 5 сантиметров умножаем на 2,75 ряда. Получается 14 рядов. Я вам хочу показать. Вот у меня здесь рядом есть линейка. Вот этот образец, который я вязала. Я его уже показывала вам. Вот прикладываем. И вот как раз 5 сантиметров высота нашего ромба. Поэтому вот такие вот расчеты. Планочка 11 петель плюс 1 кромочная, 12 петель. И далее, сейчас, я предлагаю нам с вами повесить маркеры и определиться нам с нашим рисунком, а потом мы вернемся далее к другим расчетам. Итак, у нас мы сейчас будем провязывать и сразу маркера повесим, чтобы нам знать, как мы будем вязать наш узор. Еще раз хочу обратиться. Вот этот узор я провязывала. Возможно, вы на канале видели. Наша планочка
Дальше 2 петли, отделяющие планку от одинарной дорожки, 2 петли, потом дорожка с накидом, 3 петли и еще следующая дорожка из 5 петель и потом еще 3 петли. На первом этапе у нас мы будем провязывать вот такой вариант. Значит, сейчас начнем практически. Приготовьте маркеры. И мы будем провязывать. Добавлю, что сейчас мы будем провязывать только расставлять. Мы будем расставлять сейчас вот наши маркера. Будем делать прибавки перед регланной линией и после регланной линии. И вот здесь мы начнем вывязывать узор полочек. Сам узор ромбы ни на передней полочке, ни на спинке. Узор ромбы мы пока не провязываем. Итак, вяжем. У нас первое 12 петель нашей полой резиночки. Провязываем. Два, 4, 6, 8, 10, 12. Повесим маркер. Одна изнаночная, 2 лицевых. Они будут отделять узор. Дальше одинарная дорожка, лицевая, накид. Теперь 3 лицевых, отделяющих узор от узора. Теперь двойная дорожка из 3 петель. Будем провязывать с накидами. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И 3 петли, которые будут в будущем отделять вот эти узоры от ромба. Повесим маркер. И я посчитаю петли. Здесь должно быть у нас 13 петель. 13. Дальше. Нам сейчас нужно сделать первую прибавочку. Из протяжки поднимаем петельку. Волосок зацепился. Вот первая прибавочка у нас. Далее 9 петель регланной линии. 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. После регланной линии делаем прибавочку. Повесим маркер. Теперь 8 петель рукава. Поднимаем из протяжки петельку, делаем прибавочку. Повесим маркер. Далее 9 петель регланной линии. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид,
лицевая, изнаночная. После регланной линии сделаем прибавку. И повесим маркер. Теперь у нас 17 петель спинки. Провязываем. Так, 17 петель спинки, прибавочка из протяжки. После 17 петель спинки у нас регланная линия. Итак, изнаночная, маркер, да-да. Повесим маркер. Итак, регланная линия начинается с изнаночной, лицевая, накид, потерялась петля, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, прибавку сделаем, повесим маркер, петли рукава 8 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Так, сделаем добавочку, прибавочку сделаем. И дальше 9 петель. Так, повесим маркер. И теперь 9 петель регланной линии, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Поднимаем петлю, прибавку делаем, повесим маркер. И теперь нам нужно провязать после нашей регланной линии в обратной хронологии провязать петли, которые мы провязывали к планке. То есть у нас будет 3 лицевых. Дальше узор двойная дорожка, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Теперь у нас идет, продолжаем, после двойной дорожки 3 лицевых, накид, лицевая, 2 лицевых и 1 изнаночная. Все получилось хорошо. Повесим маркер. И теперь полая резинка. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. У нас вот наша полая резинка. И сейчас я не записала какой-то у меня ряд, но я еще не приняла конкретного решения, через сколько рядов я буду делать вторую петлю. Но сейчас вот в начале провязывания вот нашего узора, от нашей вот этой резиночки, я хочу здесь тоже сделать петельку. Поэтому провязываем 5 петель
1, 2, 3, 4, 5. Делаем двойной накид. Провязываем 2 вместе. Вяжем дальше. Снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, провязываем. Разворачиваем наше вязание. Все у нас хорошо. И вяжем дальше наши, значит, изнаночные ряды. Вяжем по рисунку. А здесь нам нужно сделать еще один накид, как вы, если вы помните, как мы вывязывали вот эту первую петлю. Мы вот сейчас провязываем, подходим вот к этой петле двойной с накидами. Вот сейчас вот подходим сюда. Вот у нас 2 накида. Я делаю еще один накид, придерживаю пальчиком, а этот снимаю. И далее мы снимаем изнаночную нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем и вяжем дальше. Лицевая и наши все изнаночные провязываем по рисунку. Это у нас изнаночный ряд, друзья, и мы вяжем наши изнаночные петли, как обычно провязываем. Значит, после того, как мы провяжем вот этот наш изнаночный ряд, я остановлюсь и расскажу вам о моих дальнейших расчетах, какой нам делать ритм прибавок при провязывании нашей кофточки в реглане, как нам прибавлять в тушке, в рукаве, ну, словом, как обычно. И поэтому мы вот провязываем вот до конца самостоятельно вот этот изнаночный наш ряд. Здесь все по рисунку. Все изнаночные петли и встретимся с вами в лицевом ряду. Провязываем. Итак, друзья, я хочу рассказать, какие у меня расчеты, как я буду провязывать дальше. Значит, в связи с тем, что я буду вязать росток азиатский, и у меня росток будет составлять 14 рядов, а у меня всего 86 по моим подсчетам, значит 86 минус 14 – 72 ряда. И вот на эти 72 ряда я делала все расчеты. Анатомический реглан – это когда мы 72 ряда делим на 3 части, и у нас будет провязываться, прибавки наши будут в первой части более часто, в средней части, во второй редко, не часто, ну и в последней части прибавки будут часто. И поэтому я сделала некоторые расчеты. Я вот здесь стала записывать, но смотрю, места как бы мало, потом дальше я продолжила вот здесь. Итак, значит, смотрите, у меня, значит, есть 194 петли, мой показатель, к которому я должна стремиться. Отнимаем у нас 8 петель подреза. Отнимаем подрез 8 на 2, 16, получаем 178 петель. 178 петель отнимаем 2 вот наших полочки. 13 на 2, 26 отнимаем, получаем 152 петли. 152 петли отнимаем спинку 17. Вот наша спиночка, видно, да? 135 петель получается. Дальше. 135 петель от реглана мы возьмем по 5 петель. Вот у нас реглан представляет собой 9, мы на тушку, на тело, на тушку возьмем по 5 петель. Итого 5 на 4 – 20. 135 минус 20 – 115. Поскольку у нас вот осталось 115 петель, нам нужно их распределить на 4 части, конечно же. У нас получается 28,5 петли. И дальше я вот здесь уже перешла сюда вот свои подсчеты, потому что, ну, здесь лучше будет видно. Итого у нас получилось 28,5. Мы, значит, сюда дадим, ну, на тело по 28 петель прибавку, а сюда дадим по 29 прибавку. Далее, значит, это вот у нас мы разобрались, сколько нам нужно прибавить для спиночки и для переда. Вот. И
какой у нас будет ритм прибавок. Давайте посмотрим. Вот я написала, вот так нарисовала. Спинка. Вот наша спинка. И нам нужно на спинку, вот 28. Здесь расчет идет вот на одну сторону, на 28. Здесь мы видим, у нас же две стороны. Мы делаем расчет на одну сторону. Итак, вот 3 части. Первая часть анатомического реглана, вторая, третья. И вот если 72 разделим на 3, 24 ряда, и вот 24 ряда мы вот так разделили. В первой части 24, во второй части 24 и в третьей части 24. Возьмем половину рядов и прибавим в первую часть. То есть у нас получается 36 рядов. Прибавки мы будем делать в каждом втором ряду в первой части спиночки. Итого 18 петель. В каждом втором. 18 петель у нас есть. Далее. Здесь у нас осталось 12 рядов. Если прибавки здесь сделать в каждом втором ряду, это будет 6 петель. 6 петель будет. Значит, 18 и 6, 24. Но нам надо 28 петель. Поэтому вот эти 4 петли мы можем отдать сюда. Но я подумала, что лучше здесь вот оставить 2 петли, а эти 2 добавить сюда. Итого у нас получается вот в этой части у нас 8 петель. Вот здесь 18, я думаю, видно. А вот здесь у нас 2 петли. Это на спиночку. Наперед у нас 29 петель. Принцип такой же, только сюда мы вот эту последнюю петлю отдадим сюда. Итак, у нас 18, 8, а здесь у нас 3. Вот. Теперь давайте поговорим о рукаве. Рукав у нас составляет 70 петель. Так, расчеты мои. Давайте вернемся к обхвату руки. Вот 70 петель, обхват руки. И вот давайте посмотрим. 70 петель обхват рукава. Минус 8 петель подрез. Это 62 петли будет. 62 петли минус 8, которые у нас есть на рукавах. 54 минус 8, 46 петель. Так, это предварительный расчет. 46 делим на 2 у нас с двух сторон. И получаем 23. 72 ряда на 23. Значит, ритм у нас прибавок. Вот сколько возьму. 3 ряда. 3,0 ряда. Получается, значит, прибавки в рукаве в каждом третьем ряду я написала. Но мы делаем азиатский росток. Так? В азиатском ростке тоже петли добираем. И вот я хочу, свои собственные расчеты немножко изменить. Они не намного изменятся, но тем не менее. Я посмотрела, вот ромб, мы будем вязать ромб, вот высоту вот нашего ромба. И если посмотреть, допустим, вот здесь вот так вот на высоту, у нас здесь будет минимум 5 петель в высоту. Поэтому я приблизительно вот эти 5 петель тоже хочу отнять. Получается, от этих 46 петель, так, вот у нас, сейчас покажу еще раз, вот от этих 46 петель нам нужно отнять 5 петель. И у нас получится 41. Делим на 2, и у нас получается не 23, а 20 петель. Поэтому, конечно, я понимаю, что это все хорошо примерять надо, смотреть, но приблизительно, вот такие вот предварительные расчеты мои, что у нас на рукав, итак, вот давайте я сейчас запишу, значит, 46 петель минус 5 петель, где 46 минус 5 петель, это наш азиатский росток. Ну, я думаю, каждый представляет. Азиатский росток — это на спинке, на 5 сантиметров провязываем спинку. И вот здесь, подрез, мы понимаем подрез. А вот по краям азиатского ростка мы будем набирать петли, я думаю, понятно. И минимум 5 петель мы здесь наберем, я так думаю, да? Вот, то есть, я думаю, понятно. Поэтому я беру 5 петель, и это получается 41 петля.
Вот 41. И если мы разделим на 2, получается 20,1, то есть 20 петель. И теперь давайте перейдем дальше к расчетам. Я думаю, тут как бы все понятно. Теперь вот такие у меня расчеты. Вот эти расчеты я сделала подробно на наши 72 ряда. Вот 72 ряда. И написала спинка, перед, рукав. Спинка, перед, рукав. И вот здесь написала 23, но нам надо здесь 20. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, я сделала 20 отметок, а вот только здесь не изменила. Итак, вот смотрите, я сделала такие расчеты. На спинку нам 28 петель добавить. Это имеется в виду расчет на одну сторону спинки. На перед 29 и на рукав 20. Так, и вот... Смотрите, мы когда с вами развешивали маркеры, мы немного провязали, мы добавили в спинке по петле, наперед добавили мы по петле и на рукав. Во втором ряду в изнаночной, который мы провязывали, мы ничего не добавляли. В третьем ряду, и нам это, ну я не знаю, как-то надо, ну можно в кружок, например, обвести. Вот это мы добавили, вот это, так? Так, вот это мы добавили. А вот в третьем ряду мы добавим спинку и вперед по петле. Так? А где у нас рукав, возле рукава, мы добавлять не будем. А вот в четвертом ряду мы добавим в рукаве, а здесь мы провязываем. И вот такие добавки. Итак, это у меня вот первая часть наших добавок, она более такая частая. Вот это вторая часть добавок. Она, видите, здесь у нас добавки очень так, скажем, ну, редко идут добавки. А вот это третья часть спинки и переда. Рукав мы посчитали в каждом третьем, и вот он в каждом третьем. И, конечно, друзья мои, нужно это все примерять. И помнить, что на азиатском ростке мы сбоку на рукаве добавляем еще петли. Итак, я думаю, тут все у нас понятно. Мы провязали с вами 2 ряда. Сейчас у нас 3-й ряд. И, как вы помните, в рукаве возле регланной линии мы добавки не делаем. А в спинке и в передней полочке мы будем делать наши прибавочки. Кроме того, мы помним, что мы вот здесь начали вывязывать петельку, и нам нужно здесь вот сделать нашу петлю. Мы помним. Итак, друзья, здесь, значит, сейчас мы провязываем 3-й ряд узора. Я провяжу вместе с вами. Вот 3-й ряд узора. Здесь у нас узор из одинарных и двойных дорожек, он очень простой, из 4 рядов. И я всем советую посмотреть мой мастер-класс, который называется «Дорожки». А вообще я там показываю одинарные и двойные дорожки, как вяжутся. Ну и провязываем. Лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. Вот в этом ряду я посмотрела, нужно нам, друзья, сделать поворотные ряды, потому что это у нас 17-й ряд по моим подсчетам. И нам нужно сделать, мы делаем в каждом 4-м, делаем поворотные ряды. Поэтому провяжем поворотные ряды, а потом будем вязать, сделаем поворотный ряд и будем вязать потом дальше. Укороченный ряд, поворотный, укороченный ряд сделаем, конечно. Я сказала поворотный. Укороченный рядочек сделаем сейчас с вами. И потом будем провязывать дальше. Ну и с той стороны, в противоположной, где у нас наша полочка, конечно, тоже мы сделаем такие укороченные рядочки. Я сказала 17-й ряд, это имеется в виду в полочке 17-й ряд. Для полки, для вот этой нашей полой резинки, кстати, друзья, наверное, надо на моей таблице, вот на этой, сделать еще отметки для вот нашей полочки. Значит, я сейчас посмотрю свой черновик.
Значит, вот, друзья, я вот подумала, смотрите, поскольку у нас, как бы мы же начали уже нашу новую схему, вот сейчас мы в третьем ряду, ну, третий, четвертый, пятый, значит, укороченные ряды. Вот в третьем ряду мы сделали укороченный ряд, это в лицевом ряду. Значит, мы сделали укороченный ряд в третьем ряду, и я говорила, что буду делать в четвертом. Значит, 1, 2, 3, 4. И вот в седьмом лицевом ряду мы будем делать и отмечать наши укороченные ряды. Так, кроме того, значит, вот я сделала петлю. Значит, сейчас я отметку на петлю еще поставлю. Вот петля. Значит, петля была у нас пятый ряд. Петля была в пятом ряду на нашей, когда мы провязывали резинку. Теперь у нас получается, мы начали делать петлю, как и укороченный ряд. Вот здесь вот, в третьем ряду. Вот в третьем ряду. И вы решайте сами. Например, в следующую петлю вы будете там в 16 ряду делать или в 17. Решайте сами. Я буду смотреть по мере провязывания, когда я буду делать петлю следующую. Итак, вот провязываем дальше. Поднимаем нашу петельку, провязываем 2 вместе, изнаночной, и дальше вяжем по рисунку. У нас изменения в наших одинарных и двойных дорожках будут в изнаночном ряду, поэтому мы провязываем по рисунку все. Лицевые лицевыми. Тут у нас есть несколько изнаночных, значит изнаночными. Провязываем по рисунку. До конца ряда. И вот здесь, где наша петля, мы с вами встретимся. Провязываем самостоятельно, не забываем, что у нас в третьем ряду прибавки в передней полочке и в спинке. В рукавах прибавки мы не делаем. Я думаю, вы это все сделаете самостоятельно. В узоре изменений нет. Итак, мы довязали почти до конца ряда. И напоминаю, что нам прибавки нужно было сделать возле передних полочках и на спинке. В рукавах мы сейчас прибавки не делаем. Итак, провязываем вот эту нашу переднюю полочку, полую резинку и подходим к нашей петле. Вот наша петля. Мы ее провязываем 2 вместе лицевой. Ну, можно так немного подтянуть, так, чтобы она не была сильно заметная. И дальше лицевая, снимаем, лицевая. И нам здесь нужно сделать поворотные ряды с этой стороны, вы помните. Итак, разворачиваемся и делаем поворотные ряды. Ой, делаем укороченные ряды. Простите, пожалуйста, делаем укороченные ряды. Ну, бывает. Так, значит, лицевая. То есть, где была петля, мы провязали лицевой, и дальше, как обычно. У нас получается все хорошо. Теперь нам нужно одну петлю, вот эту снять, чтобы она нам, маркер, чтобы нам не мешал. И мы сделаем, значит, нам нужно сделать укороченные ряды. Вот эту петлю мы снимаем, не провязывая. Вот снимаем. Разворачиваем наше вязание и делаем укороченный ряд. Вот так и провязываем. Лицевая, снимаем, лицевая, снимаем и провязываем. Все как обычно. Значит, отметку мы уже сделали, что мы сделали укороченный ряд. И теперь, как вы помните, у нас изнаночный 4-й ряд, в котором мы будем делать прибавки возле рукава, так? И в 4-м ряду мы провяжем его вместе с вами, потому что в 4-м ряду, ну вот такая схема у нас, друзья, что в 4-м ряду у нас изменения в узоре. Вот. Итак, провязываем. Две петли провязываем,
которые отделяют нашу одинарную дорожку от основного узора. И вот наша вот эта одинарная дорожка с накидом, вот она. Мы ее должны провязать 2 вместе. Но здесь, в этом случае, мы провяжем ее за заднюю стеночку 2 вместе. Вот таким образом. Далее у нас 3 петли, которые отделяют двойную дорожку от одинарной дорожечки. Так, у нас вот эти 3 петли с накидами, это у нас теперь стало 5. Итак, 2 петли нам нужно чуть-чуть подтянуть и провязать за задние стеночки. Вот таким образом. Дальше 1 изнаночная и 2 вместе за передние стеночки петли. Дальше провязываем. У нас уже 4 изнаночных, у нас добавились петли здесь. И мы их просто провязываем. Мы помним, что возле передней полочки и спинки у нас в изнаночном ряду мы прибавок не делаем. И вот провязываем. Итак, вот наша регланная линия, в которой тоже узор мы будем делать в изнаночном ряду. 2 петли подтянем немного и провяжем за задние стеночки. Изнаночная, 2 вместе, лицевая. Еще у нас подтянем чуть-чуть, 2 вместе за задние стеночки, изнаночная, 2 вместе, лицевая. Вот мы провязали регланную линию. Мы помним, что возле рукава в 4 ряду мы делаем прибавочку. Так, мы делали так, в изнаночном ряду мы сделаем так. Как нам лучше сделать в изнаночном ряду? Минутку. Мы провяжем за заднюю стеночку, вот так, скрещенную изнаночную провяжем. Сделали прибавку, дальше вяжем петли рукава. Так, этот маркер пока снимем. Итак, вот наша последняя петля рукава. Нам здесь тоже нужно сделать прибавку. И мы провяжем ее изнаночной скрещенной. Вот за эту стеночку подцепим. И вот таким образом провяжем. Изнаночной скрещенной. Мы сделали прибавки возле рукава. Дальше наша изнаночная, наша регланная линия, лицевая, 2 вместе за задние стеночки, изнаночная, 2 вместе за передние стеночки, лицевая. Это половина нашей регланной линии. Вторая половина точно так же. 2 вместе за задние стеночки, изнаночная, и 2 вместе за передние стеночки, лицевая. Теперь у нас начинаются петли спинки. Провязываем по рисунку. Итак, мы провязали спинку. Вот наша опять регланная линия. И мы здесь провязываем за задние стеночки, 2 вместе, изнаночная, 2 вместе за передние стеночки, лицевая. Опять 2 вместе за задние стеночки, изнаночная, 2 вместе за передние стеночки, лицевая. У
у нас линия рукава. В рукаве у нас прибавочка. Провязываем изнаночной скрещенной. И дальше петли рукава у нас. Так, петли рукава снимаем маркер. Сейчас будем делать прибавки возле рукава. Так, провязываем еще одну изнаночную. Так, наденем маркер. Хотя нет, изнаночная. Теперь мы сделаем прибавочку. Прибавочку изнаночной скрещенной. Наденем маркер. А сейчас регланную линию провяжем. Значит, у нас здесь лицевая, и у нас 2 вместе за задние стеночки. Изнаночная. 2 вместе за передние стеночки. Ох, лицевая. Минутку. Лицевая. И опять 2 вместе за задние стеночки, немного так растянем. Первые ряды, оно как бы сложновато, но потом будет легче. Дальше изнаночная, 2 вместе за передние стеночки, лицевая. Итак, друзья, мы сейчас будем провязывать нашу переднюю полочку, но я посмотрела, что с изнаночной, когда мы вяжем на изнанке, не совсем понятно, где начинать нам провязывать узор. Поэтому у нас здесь еще до нашей двойной дорожки 3 петли было, но мы сделали прибавки, и поэтому у нас уже сейчас здесь 4 петли. Так, и вот сейчас я повесила маркер, и будет понятно, как нам дальше провязывать. Итак, провязываем 4 изнаночных, вернее, вот это 5 изнаночных. 5 изнаночных. Маркер. 2 вместе за задние стеночки. Изнаночная. 2 вместе, три изнаночных, а вот здесь вот 2 вместе за задние стеночки. Тоже надо будет повесить маркер, чтобы можно было разобраться, в каком ряду у нас изменения. 2 вместе за задние стенки. И просто у нас сейчас 2 изнаночных, волоски зацепились, и 1 лицевая. Так, и теперь у нас мы провязали, теперь вяжем по прямой дальше. Снимаем изнаночную, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так далее. И сейчас я предлагаю повесить еще вот маркера в самом начале нашего ряда, где мы провязываем одинарные и двойные дорожки, потому что в изнаночном ряду не совсем понятно, где заканчивается одна дорожка и начинается вторая. Значит, друзья, вот давайте повесим. Смотрите, вот у нас так, значит, вот здесь у нас начинается дорожка одинарная из 1 петли, потом мы добавляем накид. Значит, изнаночная, 2 лицевых. И вот здесь давайте повесим маркер. Вот у нас изнаночная, 2 лицевых, потом начинается дорожка. Тоже маркер красного цвета повесим. Потому что на изнаночной стороне, когда мы идем, особенно в начале вязания, вот эти дорожки как бы, ну, я думаю, не очень хорошо видны. И вот, значит, так, 2 лицевых, дорожка,
И вот здесь мы повесим маркер. Так, а вот здесь и вот здесь мы повесим маркер. Вот. Итак, друзья, мы с вами провязали 4 ряда, распределили наши петли, разобрались с ритмом прибавок. Итак, до следующего включения. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.